Девочки, привет! У нас сегодня отчет по Project Pen за август месяц. Давайте начинать. Начнем с лаков. Напоминаю, что у меня Project Pen будет длиться до конца сентября, и я себе ставила амбициозную задачу избавиться от 4 бутыльков лаков. И, как вы понимаете, это весьма трудным оказалось. У меня есть вот такой железный укрепитель, которого ушло на самом деле совсем ничего, буквально 5 миллиметров, вот столько. Но он уже загустел, им очень сложно пользоваться, поэтому я думаю, что к концу сентября мы в любом случае с ним попрощаемся. Также у меня совсем маленький расход по базе от Масура. Она отличная, мне нравится, как будто бы помогает сохнуть лаку. Здесь все чудесно, но непонятно, скорее всего, останется в моей коллекции после конца проекта. Хороший прогресс у меня вот в таком лаке Bow. Вот. Немножко он стек повыше отметки. Но я тоже думаю, что за ближайшие 3 маникюра я его закончу и уже перейду к вот этому лаку от Tintberry. Здесь прогресса никакого, я им не пользовалась. Так что по лакам как-то так. В любом случае, вот эти два экземпляра, я думаю, что либо закончатся, либо высохнут к концу сентября. Ну, а вот эти вот два лака посмотрим, что с ними будет. Также у меня в проекте два аромата. Во-первых, Moschino Toy Pearl. Он мне нравится, пользуюсь по утрам, чтобы проснуться, освежает, ободряет. Такой тут очень сочный лимончик. Я им пользуюсь достаточно много, он долго на мне не держится. Я думаю, что за сентябрь также я закончу этот флакон. Здесь всего 30 мл. Пользуюсь по утрам ежедневно. Здесь, к сожалению, не отметишь, сколько его в действительности осталось, но я думаю, что около половины. И еще у меня есть вот такая ручка. Здесь аромат Paco Rabanne Ultraviolet или ультрафиолет. Очень старый аромат, люблю его. Сейчас я с ним засыпаю. Я наношу его после душа вечером. И здесь примерно половина не стало, потому что, ну, флакончик же там еще продолжается вот до сюда. То есть вот столько я израсходовала. Тоже думаю, что за сентябрь месяц мы с ним попрощаемся. Немножко я от него подустала. Хотя, в принципе, это такой мой аромат якорь. Я его периодически повторяю. И это, наверное, был уже где-то мой 4-й флакон. Два околоуходовых средства. У меня это спрей автозагар от Пуси. Исправно им пользовалась. За месяц ушло вот столько. Думаю, что еще сентябрь им попользуюсь и, скорее всего, расхламлю, потому что, ну, на октябрь месяц мне точно это средство не нужно. Как-то я уже подустала от загара, хотелось бы, чтобы кожа была побледнее. Но прогресс есть, и, в принципе, не зря, получается, купила. По качеству мне нравится. И также у меня есть вот такое бронзирующее средство от Шик. Вот оно как похудело. Здесь на самом деле есть прогресс. Я использую его на ноги. Ну, периодически, когда у меня нет настроения на просто такие длинные хлопковые штаны, а вот настроение на шорты, тогда да, это средство идет в ход. Тоже попользуюсь им в сентябре, ну и потом оно потеряет смысл. Посмотрим, может быть, оно и закончится. Ну, либо просто от него уже избавлюсь. Но оно идет, и тоже меня это радует, что не зря я приобрела. Теперь непосредственно декоративка. Начнем с баз под макияж. Во-первых, я пытаюсь добить вот такое солнцезащитное средство под макияж. Здесь степень защиты 50. Это корейский производитель The Same. Очень оно мне нравится. Оно легкое, не жирнится. От него нету никаких дополнительных воспалений. Хорошо впитывается, не высветляет кожу. Все с ним чудесно на основе алоэ.
И вот так вот у меня его уменьшилось. В принципе, достаточно большой прогресс. Я активно пользуюсь им в солнечные дни, не только на лицо, но и на декольте, и кисти рук. Ну, то есть на самые такие открытые участки кожи, даже в городе. Также хочу вам показать вот такое вот средство от Glow Recipe. Это серум с Tinted эффектом. Я его приобрела в июне месяце, пользовалась им все лето. Но тут вот до меня дошло, что вообще-то это более такой уходовый продукт. Он фактически не дает особого тонирующего эффекта. И я его взяла на повседневное применение в качестве сыворотки. Вот. И мне это средство очень нравится. Я наношу его и утром, и вечером по одному нажатию. Тоже думаю, что к концу сентября это средство закончится. Мне оно очень нравится, но именно как уходовый продукт. Я просто хотела бы закончить его, пока оно свежее. Тут тоже не замеришь. Тяжелая такая тонированная упаковка стеклянная. Очень я этим средством довольна. Непосредственно в качестве базы я сейчас использую вот такое вот средство от Elf. Это моя новинка. Это Halo Glow Liquid Filter. Это аналог фильтра от Charlotte Tilbury. У меня оно в оттенке Fairlight. Немножко оно мне желтовато, но даже нравится, придает такой оживленности лицу. Очень приятный эффект. Если куда-то быстренько выбежать без макияжа, его просто можно нанести на лицо, и будет такой красивый эффект выравнивания. Это средство у меня полное, я его, естественно, не планирую закончить, просто хочу вам показать. Это то, чем я сейчас пользуюсь практически каждый день. Оно просто входит в мою повседневную косметичку, и поэтому автоматически Project Penится, скажем так. Из тональных основ, во-первых, я, слава богу, закончила все свои пробники тональных. И, если честно, я даже их особо оценить не могу, потому что в этих сашетках настолько было мало средства, что мне не хватало даже на один раз. Поэтому это я вообще комментировать не буду. Закончила и закончила. Давайте договоримся, здесь будут пустышки. Также у меня закончилось вот такое вот тональное средство Prism Liber. Ну, ничего, так нормальное. Закончился пробник тональной основы и консилера от Makeup Forever HD Skin. Тоже, в принципе, ну, нейтральное у меня осталось мнение. Просто потому, что за пару раз невозможно распробовать продукт. Также мне понравилась вот эта миниатюрочка от It Cosmetics. Единственное, что оттенок мне, конечно же, не подошел. Мне было это все желтовато, из-за этого некрасиво смотрелось на лице, но именно не текстурой, а цветом. Как вы знаете, может быть, слишком темные тональные основы, которые не подходят по тону, они старят. Вот мне не нравился эффект на коже. Из-за этого я бы, наверное, и не стала вносить вот это вот в список своих покупок, хотелок. Нет, закончила и закончила. Остается у меня пока еще один пробничек от Givenchy Prism Liber. Здесь его достаточно много. Такой сашетки хватает раз на 5, то есть ну, на неделю фактически. Мне эта тональная основа подходит по оттенку. Нравится, как этот тон сидит. У него такое живое покрытие. Продолжаем пользоваться. Думаю, что в течение ближайших нескольких дней он закончится. И также в течение пары недель я пользовалась вот таким вот кушаном от Clio. Он у меня вот в таком вот лимитированном оформлении с лапками. Мне нравится оттенок, который тут содержится. Он может показаться желтоватым, но он достаточно светлый, хорошо мне подходит. Оттенок это 4BO. Я думала, что будет мне очень темный, но нет. Вот такой вот тональный. Тоже живой финиш, близкий больше к матовому. Хорошо на мне сидит, хорошо носится. Мне эта тональная основа нравится. Я, правда, не знаю, насколько ее хватит, потому что здесь всего 15 мл. Девчонки, напишите, насколько вам хватает тональных основ вот таких вот вкушенных, которые идут по 15 мл. Мне просто для самой себя очень интересно. Я первый раз вообще беру в постоянное применение кушан, и мне интересно, насколько вообще рассчитывать
по времени вот этот вот расход в 15 миллилитров, потому что это, конечно, очень мало в сравнении с классическими тональными основами. Консилер у меня от The Same, тип консилер в оттенке 01. Продолжаю пользоваться, обожаю его, люблю, очень пигментированный, надо его совсем чуть-чуть. Не тороплюсь с ним, пусть сколько будет у меня, столько и будет. Дальше идет пудра. У меня это Guerlain Parure Gold в оттенке 02 Beige Clair, и по ней хороший вот такой прогресс. Здесь достаточно большое донышко. Не знаю, насколько хватит этой пудры. Она мне, в принципе, нравится, но мне ее нужно совсем немножко. Я надеялась, что закончу ее за август-сентябрь, но сейчас не уверена. Посмотрим. Но прогресс по ней есть неплохой. Далее я добавляла вот такой вот бронзер от Sheglam. Это оттенок Golden Sun. И знаете, девчонки, что произошло? Он закончился. Все. Я его полностью закончила за месяц ежедневного применения. Тут, конечно, вот еще осталось. Возможно, я еще пару раз им воспользуюсь, что-то соберу вокруг вот резьбы. Но вообще все. Как видите, я вытащила стоппер. Там внизу шарик для взбалтывания. Мне очень понравился этот продукт, просто прекрасный. Я с удовольствием его повторю. Именно этот оттенок Golden Sun, он мне идеально подходит на такую кожу уже без активного загара. Он великолепно тушуется. Единственный минус в том, что его здесь слишком мало. Здесь всего 5 мл продукта, и, соответственно, поэтому он так быстро и закончился. Он у меня и изначально-то был не новым, и я его в начале использования немножко проливала, ну, буквально проливала пол чайной ложки. Оно достаточно жидкое, это средство, но кончился он у меня очень быстро. В принципе, в рамках Project Pen я этому рада, но понимаю, что в конечном итоге все равно его повторю. Поэтому в качестве кремовой коррекции возвращаю вот этот вот стик от Love Generation. У меня это оттенок 02. Он очень долгоиграющий, немножко сероватый. Вот такой вот тут оттенок после распределения. Немножко выдает серость, то есть это прямо скульптор, я бы сказала. И мне этот продукт, ну, надолго. Прям надолго, как раз осень, зима, весна. И надеюсь, что хотя бы к лету, к следующему я с ним попрощаюсь, поэтому я с ним не тороплюсь. Здесь вот столько продукта. И в прошлый раз за месяц применения фактически ушло, ну, миллиметр. Считай, нисколько. Он мне, в принципе, нравится, просто летом не очень подходил он мне по цвету, поэтому, ну вот, возвращаю и продолжаю пользоваться. Добавляла я в проект вот такие вот бабл румяна от Love Generation, и у меня по ним огромный прогресс. Я ими очень много пользовалась, и они мне очень нравятся. Вот такой вот тут оттенок. Капсулы нужно распределить. После распределения вот такой вот это нюдовый оттеночек красивый, хорошо подходит ко всем макияжам. Пользуюсь ими с удовольствием, думаю, что за сентябрь я их закончу. Ну и продолжаю пользоваться я вот этим хайлайтером от Bicolor, копать в нем ямку. Наношу по чуть-чуть. В принципе, видно, что ямка становится глубже. Надеюсь, что к концу сентября мы с вами увидим донышко. Но это не точно. Он, конечно, очень красивый. Единственное, что немножко я от него подустала уже. Так что, думаю, вот еще попользуюсь и потом буду решать, что с ним делать. Вот такие у меня кремовые, полукремовые продукты для лица. Также у меня в проекте многострадальная палетка. Какие по ней изменения? Во-первых, немножко стерся рельеф от румян, который я сейчас использую вот с этой стороны. Не нравятся они мне по качеству, все-таки они больше подходят вот как закрепление румян каких-то жидких, но самостоятельный продукт, ну такой себе, полупрозрачный, суховатый, не нравится мне. Стало у меня меньше вот этого скульптора.
Наносила его совсем по чуть-чуть. Шикарный скульптор, просто немножко ненужный мне продукт сейчас. Вот этот рефил я использую в качестве теней для бровей и растушевочного оттенка для построения формы. Меня устраивает этот цвет абсолютно. Он не подойдет в качестве скульптора, но в качестве теней и теней для бровей чудесно. Также у меня значительно уменьшилось вот этого хайлайтера. Продолжаем пользоваться. На повседневку мне он очень нравится. И я закончила рефил, который у меня шел в качестве подсвечивающей пудры. Этому я очень рада. Поэтому сейчас в качестве подсвечивающей пудры я добавила вот этот хайлайтер от Terracotta, мной многострадальный. И вот, наконец-то, я возьмусь за него вплотную в сентябре. И дальше уже буду решать, что с ним делать. А по поводу этой палетки, за сентябрь я бы, конечно, хотела закончить вот этот скульптор, но не уверена. Продолжаю пользоваться вот этим рефилом как тенями. Продолжаю использовать румяна, но постольку-поскольку не обязательный вообще шаг. И продолжаю использовать хайлайтер. Что с ней дальше делать, я без понятия, потому что этот рефил закончен. Этот не родной и будет наполовину закончен. Этот будет почти закончен. Румяна здесь никакие. И вот непонятно, что делать с палеткой. Вполне возможно, что мы с ней попрощаемся в октябре. Глаза, брови. Во-первых, для бровей у меня был вот такой вот воск мыла. Что это было? Воск. И я его закончила. Все, он не выкручивается. Это продукт, который мне не понравился. Он был ужасный просто. Он отвратительно ощущался на бровях. Брови вроде как держали форму, но при этом они оставались какими-то неприятно липкими, как будто грязными. Отвратительная штука, закончилась за месяц, и слава богу, никому ее не советую. И я добавила в повседневное применение вот такой вот гель Got to Be. Я, конечно, не хочу его заканчивать, пусть идет как идет. Здесь 16 мл, можете себе представить, насколько его хватит. Наверное, скорее он засохнет. Я им пользовалась уже, и мне нравится. Он, конечно, не поставит вам волоски прям вверх-вверх. Я не знаю, что нужно делать, чтобы они его слушались. То есть в этом плане гель Pussy и гель Bicolor в серебряной упаковке намного эффективнее. Но если нужно просто зафиксировать брови в их естественном направлении роста, чтобы они не трепались, это хорошее средство. В качестве базы под тени я использую вот такие вот жидкие тени Artist от Vivienne Sabo. У меня оттенок 05. Здесь, конечно, стали кое-где появляться просветы. Но объективно там еще достаточно средства находится. Мне этот продукт в качестве базы под тени нравится. Все у меня на нем хорошо сидит, держится. Поэтому вот как-то так продолжаю им пользоваться. По поводу карандашей для глаз. Под бровь я использую вот такие вот блестки от Twinkle Pop. Фигня, конечно, полная. Ушло их вот столько, полсантиметра за месяц. Это много. До этого у меня прям по чуть-чуть уходило. Не думаю я, что их закончу, но просто продолжаю пользоваться постольку-поскольку. Так, конечно, это вообще не обязательный продукт. Ресничную линию и слизистую верхнего века я прорабатываю вот этим вот карандашом зеленым от Seven Days. Вот такой тут бесячий оттенок, терпеть его не могу, еще и с блестками. На глазу, слава богу, этих блесток не видно, и у меня очень много его ушло. Примерно половина от того, что было. Надеюсь закончить этот карандаш за сентябрь. Закончился у меня карандаш от Beauty Bomb мультихромный во втором оттенке. Все, он уже не выкручивается, причем
Я немножко с ним сглупила, там еще очень много грифеля. И я думала, что вставлю какую-нибудь зубочистку и допользуюсь таким классным продуктом, он мне очень нравился. Но я забыла это сделать заранее, и по факту, когда он закончился, все, теперь этот стик уже не выковыряешь из упаковки, поэтому, ну, я буду считать это пустышкой. И добавляю вот такой бежевый карандаш от LYKD. Это турецкий производитель. Он неплохой, но он у меня сломался. У него именно механизм не работает назад и не всегда работает вперед на выкручивание. Поэтому я пока им пользуюсь. Сам карандаш меня устраивает, но сколько будет упаковка работать, неизвестно. Пока работает, я им пользуюсь. Его, кстати, здесь очень много, вот как бы не столько, но мы его не проверим, к сожалению. Были у меня в проекте вот такие вот тени от Chanel. Это была однушка-лимитка. Сейчас я покажу фото на начало месяца с прошлого отчета. И вот буквально пару дней назад, как они выглядели. Почему? Потому что я их переложила из этой упаковки. Упаковку освободила. Их осталось меньше половины, где-то, наверное, 1/3. И я их убрала и сделала пустышкой. Убрала вот в эту палетку от Love Generation. Сейчас она у меня выглядит вот так. Я здесь полностью закончила вот этот средний рефил. Почти закончила вот этот оттенок. И у меня осталось вот так на ближайший месяц в пользовании. В ближайший месяц я планирую чередовать цветовые комбинации из вот этих остатков от Chanel и, например, вот этого оттенка. Я думаю, что на глазу будет красиво. А также из самого темного из палетки и, например, розового золотого. Ну, как-то буду так краситься. Они очень красиво смотрятся на глазах, как-то очень нежно, полупрозрачно, при этом эффектно. Я закончу их настолько, насколько смогу, а потом уже отложу и буду думать, что с ними делать, может, расхламлю. Тушью продолжаю пользоваться панорамой от L'Oréal. Она мне очень нравится. Ей получается очень быстро в один слой. Классные ресницы. Есть, конечно, в ней нюансик. Ее нужно быстро распределять, быстро ставить ресницы веером, иначе они засыхают и потом превращаются в паучьи лапки. Есть у нее такая склонность, но если распределить все быстро, то получится круто. И остались у нас с вами продукты для губ. Здесь будет много пустышек. Начнем с таких бальзамных средств на применение такое многократное в течение дня в качестве там бальзамчиков, ухода и так далее. Средством от Фрудия я практически не пользовалась, потому что, ну, оно такое маленькое, компактное, вроде свежеоткрытое, вроде легкая вот такая упаковочка эргономичная, оно мне не мешает, поэтому я что-то его забросила. В качестве ухода использую вот это вот масло от Шик. Пользуюсь им несколько дней. И вот смотрите, ушло полсантиметра, поэтому я думаю, что от этого масла ничего не останется в ближайшую неделю, это точно. Оно мне нравится, но у него подходит срок годности уже, к сожалению. И у меня уже такое впечатление, что оно начинает странно пахнуть. Пока нормально, но вроде не так, как было. У него классный оттенок. Такой он приглушенно-серебристо-серый. Очень приятный, на губах смотрится повседневно, эффектно, но надо заканчивать, потому что полгода с момента открытия истекут в конце сентября как раз. Повседневная помада, которой пользовалась несколько раз на дню, когда обновляла макияж. И все, она у меня закончилась. Это миниатюрка от MAC. Такой был ходовой, полупрозрачный, бальзамный оттенок. Очень быстро ушел. Я очень рада, что получилось вывести пулю, хоть она и минька. Закончила две бальзамные помады от Bicolor и от Love Generation. На каждую у меня ушло примерно неделя. Обе уже не кликаются. Это у меня было в качестве гигиеничек в использовании, вот если честно. Ну все, тут уже ничего. Такие были приятные оттенки, но быстро закончились.
я бы, наверное, повторно брать не стала. В качестве такого же малыша, бальзама на повседневное использование, на обновление, на увлажнение губ в течение дня. Кстати, эти средства классно работают, они хорошего качества. Обычно у меня губы реагируют, если состав плохой и ни черта не увлажняют, у меня сразу сушится, сразу корочки. Вот эти средства классно работают. И я взяла еще одну в качестве бальзамной помады. У меня все равно сейчас нет никаких гигиеничек, и я хочу побольше закончить вот таких средств для губ. Вот здесь такой классный оттенок на повседневку, особенно если потоньше наносить. Тоже думаю, что за сентябрь я его закончу достаточно быстро. Для губ у меня идет вот эта комбо, карандаш 104 ATF. Его, кстати, достаточно много ушло, примерно полсантиметра. Вот такой вот здесь оттенок. Все в нем чудесно, кроме вони, которую я вам уже озвучивала. Я вам это уже озвучивала много раз. Мне не нравится запах. И вот такой бестолковый светлый карандаш от Amuse, его тоже ушло полсантиметра. Тоже такой кандидатец на выбывание, но заканчиваются они очень-очень медленно. И последнее средство в моей ежедневной косметичке Project Penny – это вот такой вот блеск для губ от Dose of Colors в оттенке On Repeat. Очень классный повседневный блеск, я его очень люблю и использую очень-очень часто, но он бесконечный. Подходит к каждому макияжу, вообще вот это вот сочетание подходит к любому макияжу. Очень люблю, но вот он очень долго идет. Не знаю, что с ним потом буду делать. Вроде как он еще свежий. Наверное, просто оставлю в коллекции. Это все мои продукты, которые участвуют в Project Penny, практически на ежедневном применении. Меняю я только иногда продукты для щек и глаз, а так, в принципе, меня не напрягает пользоваться одним и тем же. Как видите, в этом месяце опять достаточно много пустышек, 7 полноразмерных продуктов. Мне это нравится. Я надеюсь, что к концу проекта, закрываю я его в конце сентября, будет очень-очень много прогресса и пустых баночек. Всем спасибо за внимание. Всем пока!